Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю доказать, что Бэтмен это реальный персонаж, и на его примере как раз показать, как зло подменяет собой добро. Потому что многие исследователи заметили, что образы сегодняшнего времени, которые нам внедряют, они почему-то подозрительно похожи на образы демонов прошлого. Ну, все очень просто. Сатанисты действительно внедряют образы, которые идут напрямую в душу человека. А так как на этой земле главный человек, он выбирает сценарий жизни, развития своего пути, то нужно предложить ему те образы, на которые он согласится. И, например, вот Бог мертвых, царство грешников, зла, огня, он раньше назывался как бы Сакар, а сейчас он называется Оскар. Ну, просто обратное прочтение слова Сакар. То же самое, что, например, киборг это Гробик. Но кто этому не верит, файлы Эпштейна в помощь, то есть внедряя подобные негативные образы в нашу жизнь, а они нам как бы нравятся, мы с ними соглашаемся, мы как бы соглашаемся жить по сценарию зла сатанистов. Такой же пример, например, богиня преисподней Геката. Сегодня это статуя свободы. Но свобода, как бы, это свобода от мозга. То есть это ритуальное безумие или просто безумие, потому что оно связано с употреблением как раз веществ наркотических, хоть разрешенных, хоть запрещенных, то есть и связано изначально с богом вина Дионисом. Это просто по-римски либер это свободный, то есть, а по факту безумный. То есть безумие, отсутствие соответствия природным законам, например. И подобные образы внедряются в жизнь, а потом вы удивляетесь, а почему же безумие кругом творится? Ну, так вы сами его выбрали. А как его внедрять, чтобы вам было непонятно, чтобы вам это нравилось, вы на него соглашались через средства так называемой массовой культуры. Раньше это было кино, теперь интернет. Почему нам надо в этом разобраться? Потому что существует подобное выражение, что знаки и символы правят миром, а не слово и закон. Но знаки и символы это образы. Образы, которые идут напрямую в душу человека, они ему нравятся, он соглашается, значит он выбирает сценарий жизни по сценарию, который написали за него. И, соответственно, ничего удивительного, что на Земле человек сам соглашается устроить настоящее пекло, ад. Ну, соответственно, если всю жизнь ты этим интересовался, уделял время, внимание и при этом полностью с этим соглашался, то, соответственно, после смерти ты попадешь к тому, кому ты служил и отдавал свою энергию. Если вы с этим не согласны, то напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, или, например, согласны ли вы с подобными сценариями, которые предлагает нам сегодня сатанист. Но для понимания, реальный Бэтмен, он всегда существовал. То есть еще в 1870 году англичанин Билл Смит перебрался в Нью-Йорк, где нашел подсобную работу мясника. Но, набравшись смелости, он стал как бы бороться с преступниками, которые нападали на прохожих ночью. Потом к нему присоединился младший помощник, его звали Робин. То есть спустя 4 года к нему пришла идея надеть легендарную маску. То есть буквально в 20 веке появляется Бэтмен и Робин, как бы человек-летучая мышь. Но, как вы понимаете, все не просто так. Это верхушка айсберга. То есть если мы пойдем ниже, то в древности существует Камасоц. Или Камазоц, как вам больше нравится. В мифологии майя бог летучая мышь. Воплощение ночного ужаса, смерти, жертвоприношений. Он требовал человеческих жертв. Ну, а так как вы знаете, что элита так называемая, в том числе и кинематографическая, это сатанисты, соответственно, они об этом знают и внедряют эти образы. Зачем они это делают? Ну, если зло это добро, значит добро это зло. Все очень просто. И внедряют, понятно, что в первую очередь на детях. Им это проще подменить понятие. Если у вас место добра заняло зло, то все доброе для вас это зло. Все очень просто. Почему эти образы надо понимать? Притом, если мы посмотрим на мировую как бы мифологию, то узнаем, что, например, существует Купи-Диеп. То есть бразильский миф о летающих людях. Вы вообще распространение, как бы географию понимаете? То есть это чуть ли не весь мир в подобных существах. И откуда эти существа, может, как раз из подземного демонического мира они взялись. Но факт существует, что действительно они как бы нападали на людей, убивали их. Происходило это близ реки Арагуя. Но подобных фактов множество. Есть такие факты про бигхутов.
То есть летающие люди у индейцев. Но по факту, как бы так они названы, потому что были похожи на гигантских сов, а скорее всего это просто человекообразные крылатые существа, издававшие громкие устрашающие крики. То есть это новый вид жизни, это как раз жители подземной демонической цивилизации. Ну, оставьте свое мнение в комментариях. Ну, как бы люди не всегда радовались от встречи с ними. Поэтому, например, на Ближнем Востоке есть существо бес. Откуда негативный образ, что себе обратное прочтение, то есть если существо все себе, ну это бес. Негатив, потому что, ну, себе, не учитывая как бы семью, не учитывая как бы общество, то ты становишься бесом, а потом перерастаешь в демона. То есть демонтаж это разрушение, как бы монтаж это создание чего-то нового. Но почему бесы как бы получили такой негатив? Но, соответственно, есть демон Пазузу, демон юго-западного ветра, то есть демон-разрушитель. Он засуха, либо потоп. Ну, в каждом как бы злом существе есть, наверное, капелька и добра какая-то. Потому что вот они его считали почему-то защитником людей от чумы или злых сил. Ну, может, если все умерли от потопа или засухи, то уже как бы чумы не будет. Ну, не знаю, оставьте свое мнение в комментариях. То есть подобные летающие существа есть по всему миру. Но они почему-то внедряются и в наше время. Причем, я повторяю, зло как бы ставится на место добра. Вот оно такое прикольное, классное, все. Оно занимает место добра, и добру не остается никакого места, кроме как быть злом. Все очень просто. Этот же пример, не только это Пазузу, ну и Лабубу. Она героиня книги про монстров. Она монстр. Четко, прямо и понятно это объяснили. Ну, соответственно, это внедряется на детей. Монстр, то есть тоже разрушитель, не такой, как все. Ну, соответственно, товарищей с ушами у нас хватало во все времена. Чебурашка оттуда же родом. То есть он родом с Ближнего Востока. Существо какое-то бесполое. И друг у него рептилия. То есть, ну, как бы все подходит под описание. И он-то миленький. А на самом деле, как бы, плохой он или хороший, это оставьте свое мнение в комментариях. Но если мы посмотрим древние трактаты, то мы видим, что подобные существа с большими ушами уже существовали. Они известны как панотии. Действительно, они есть в древних легендах, да, там Ближний Восток, Африка и более дальние регионы о них рассказывают. То есть это не просто так, это образы из прошлого. И видно, что это, мягко говоря, ну не совсем люди. Товарищей с большими ушами хватало. Отсюда и образ этого Микки Мауса. Понимаете, что мыши вредители, переносчики болезней. Соответственно, они демоны, разрушители. Ну, ничего удивительного, что тот же Уолт Дисней, как бы демонов-разрушителей поставил на какой-то образ постоянно обижаемых. То есть котик за ним гоняется, обижает, а ничего, что котик дом защищает, как бы. Его жители от вредителя. Нет, ничего, он такой миленький, значит, опять же, зло занимает образ добра. И подобные изображения этого Микки Мауса есть в древности. Одно из самых знаменитых, вот это 700-летняя фреска. Она была обнаружена в Австрии, и как раз этот персонаж удивительно похож на Микки Мауса. Ну, как вы понимаете, все не просто так. Образы зла внедряются в нашу жизнь под видом добра. Но подобных товарищей хватает. Вот на юге Франции был обнаружен трактат примерно 14 века. И это персонаж «Звездных войн». Я думаю, если захотите, можно создать отдельное видео, где я покажу, что «Звездные войны» тоже не на пустом месте, как вы понимаете. Они были написаны, они описывают события, которые происходили в том числе и в нашей Солнечной системе. Эти «Звездные войны», разные типы жизни, цивилизации. И как раз просто мы сегодня находимся под контролем демонической цивилизации. Если нам это не нравится, то можно как бы этот контроль убрать. Пришло это время через здравомыслие и понимание, какие образы нам внедряются, какие образы нам нужны самим. Потому что человек главный в этом мире. Соглашаясь на сценарий, ну вы как бы сами даете согласие на то, что будет дальше. Поэтому ничего удивительного, что через средства массовой идиотизации, массовой культуры нам внедряют эти образы, как те же, например, черепашки-ниндзя. Смотрите, какое разнообразие жизни. Но в чем суть? Ну это же все придумали. Ничего невозможно придумать. Это все образы какого-то прошлого. Поэтому ничего удивительного, что прошлая как бы информация о Нива Такавачи. То есть высокоразвитая цивилизация рептилий, похожих как раз на ниндзя-черепашек. А так как большая часть нашей Земли это даже не Земля, а вода,
то, мягко говоря, эта цивилизация подводная, она даже более главная, чем мы. Плюс еще существует подземный океан. То есть, на самом деле, можно сказать, что это большая цивилизация, более развитая. Ну, ее нам внедряют как раз через образы. Ну, как бы, насколько она дружелюбна к людям, вопрос открыт. Раньше мы как бы с ними воевали, судя по мифам. Сегодня вроде бы пока не враждуем, по крайней мере, в открытую хотя бы. Поэтому ничего удивительного, что образы как бы современных героев мы находим в древности. Вот саркофаг в Египте, а там как раз героиня Симпсонов изображена. Просто точь-в-точь. Как бы как срисовали. Так может и срисовали. Они как бы сатанисты, они изучают древние цивилизации, которые развивались, погибали. Ну и пускают нас по одному и тому же как бы порочному кругу. И вот мы как раз дошли до вершины этого круга. То либо новый виток развития через духовную трансформацию, ну, либо новое уничтожение. Вот вы какой сценарий выбираете, как бы напишите свое мнение в комментарии. Поэтому мы изучаем прошлое, чтобы как бы иметь будущее, выбирать нужные нам сценарии, а не те, которые нам предлагают. Насколько реально эти находки современности, где как бы соединение персонажей Симпсона с автомобилями, с персонажами Звездных войн, ну, оставьте свое мнение в комментарии. Я уже показывал, что действительно существуют разные непонятные как бы устройства древности, но они почему-то подозрительно похожи на наши. Ну, как бы фейки, подделки, может быть. Но все надо изучать, потому что, изучая прошлое, мы почему-то находим, что древние технологии внедряются в наше время. Как, например, мы их знали раньше как сказки, что люди раньше разговаривали с зеркалами, а сегодня все опять разговаривают с зеркалами и не считают это какой-то сказкой. То есть сказ — это повествование о событиях прошлого. Поэтому ничего удивительного, если мы видим подобную вот керамическую лошадь, которой 1800 лет, ну а в наше время это опять же образ, внедряемый через массовую культуру. Подобных чудес хватает, даже конь в пальто существует, оказывается, он был в древности, все не просто так. И как бы подобные, опять же, образы из Китая находят раскопки и показывают, что персонажи Angry Birds, оказывается, существуют уже 3000 лет. То есть цивилизации развивались, достигали пика, погибали, какие-то образы оставались. Перекочевали в нашу эпоху, потому что все как бы циклично, есть определенный порочный круг, из которого пора бы выходить, иначе он просто повторится. Господа сатанисты это знают, внедряют это через образы, символы, знаки. Тот же символ Макдональдса — это как раз логотип черной магии. Ну, все может быть, оставьте свое мнение в комментариях. Опять же, зло. По факту зло — это одна из древних буквиц славянских. Сегодня она тоже внедрена по всему миру. Вы видите это зло, взаимодействуете, работаете на него, не понимая, что вы как бы работаете на самоликвидацию. Вам впрямую говорят, что это зло. Но как зло можно превратить в добро? Зло — это незнание, неведение. То есть надо учиться, надо отказаться от разрушающих наркотических всяких средств, хоть разрешенных, хоть запрещенных. И вместо того, чтобы следовать за сценариями саморазрушения, как бы изучать забытое прошлое, применять его в сегодняшнем дне, чтобы жить сегодняшним днем, но строить нужное нам будущее, потому что тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях. Для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды — это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.